Вместе и врозь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как всегда, в это время на волнах Радио 4 передача «Вместе и врозь». У микрофонов ее ведущие Сергей Овчинков и Юлия Лукашенкина. Здравствуйте, друзья. За пультом звукорежиссера сегодня Эстер Пирмец. Мы, как всегда, обсуждаем различные аспекты, касающиеся взаимоотношений между двумя половинками. Пробуем, может быть, найти ответы, не вопросы, а ответы. И вопросы мы ищем. Тоже, да, совершенно верно, на различные ситуации, как вообще, может быть, найти выход из той или иной проблемы. И сегодня мы поговорим о довольно такой сложной теме. У нас даже такая, Юля, с тобой была дискуссия. Ты придерживался одной точки зрения, а я в какой-то степени придерживался другой. Да, совершенно верно. Сегодня будем говорить о том, стоит ли поддерживать какие-то нормальные человеческие взаимоотношения с бывшей половинкой, со своим бывшим партнером. Стоит ли дружить, может быть, перезваниваться, общаться или просто какие-то, привет-привет, да, говорить друг другу приветственные слова, или навсегда закрыть эту дверь и никогда ничего не говорить, не общаться, не звонить, не встречаться и не видеть этого человека. И я еще добавлю как раз после развода, не просто после расставания, а после развода. Кто-то, понимаешь, сейчас это очень такая... гражданский брак, да. Хорошо, да, тоже можно понять. Да, окей, согласен. И что же, у нас сегодня в гостях, дамы и господа, приветствуйте, девушка, очаровательная девушка Алиса. Алиса, добрый день. Здравствуйте. И наш второй гость, Юля, представь. Это психолог Никита Григорьев. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, первый вопрос, наверное, Алиса, все-таки будет к тебе. Твоя точка зрения по этому поводу. Люди разошлись. Я знаю, что у тебя есть свое мнение, причем оно такое непреклонное, и даже до начала передачи, когда мы обсуждали сегодняшнюю тему, ты так как будто железом так просто приговорила, и все. Я считаю, что вот так. Поделись тогда с нашими слушателями. Я считаю, что нет смысла общаться дальше. Умерла так умерла. А поподробнее, умерла так и умерла. То есть, умерла кто? как сказать умерла? То есть есть же все-таки какие-то, может быть, воспоминания, есть какие-то эмоции, которые остались. Неужели все это похоронить и больше не вспоминать? Да, я полагаю, что все это следует похоронить, а иначе зачем было расходиться? Ну а почему вот у тебя такая сложилась ситуация? Из личного опыта я была замужем, и мой брак оказался неуспешным, мы развелись, и дай бог этому человеку счастья, и дай бог я никогда его больше не увижу. Ну, я понимаю так, что вы расходились, значит, не полюбовно. Нет, расходились мы не полюбовно. Это была моя инициатива развестись. Я не хотела бы перетряхивать те старые воспоминания, почему конкретно, но для этого были действительно причины. В том числе человек остался мне должен денег. Угу. А кроме денег было еще что делить? Не знаю, общее имущество, квартира? Квартира моя, делили только кота. Кота. И поделили кота? Да, поделили кота. Кот был его. Ага. Ну, хоть что-то разошлось без проблем. Никита, а кот, ты не возражал? Как вообще? Я считаю, что самый честный ответ – это никто не знает. Никто не может сказать, нужно общаться или не нужно в общем. То есть, конечно, если люди перестали общаться, развелись, то у них есть на это причины. Ну, хорошо, они Воспитание. разошлись, они перестали общаться. А вот какие именно могут быть причины? Это какая-то обида? Это значит, кто-то не хотел разводиться, наоборот, и было ущемлено его самолюбие или что еще? Когда мы прекращаем общаться, это система защиты. Потому что это общение делает нам больно. Мы пытаемся быть уязвимыми, мы пытаемся быть близкими, а это используют против нас. Сначала мы просто не общаемся, потом мы отстраняемся, а потом мы понимаем, что нам нечего делать вместе. И в таком случае никто не может сказать, что вам нужно общаться или вы должны быть вместе. Ну, хорошо, но есть же вещи, которые также нужно будет поделить. Например, друзей, в конце концов. Никто не может заставить дружить с тобой или не дружить с тобой. Друзьям, наверное, это тоже тяжело. Им тоже приходится как-то выбирать, с кем общаться, кого приглашать, кого не приглашать. Но тем самым мы и друзей ставим в неудобное положение, заставляя сделать этот выбор. Друзей, родственников, бабушек, мам, всех. И существует множество людей, которые живут уже не ради себя, не ради своей семьи, а ради своих друзей и ради своих родственников, чтобы они не узнали, что все плохо, чтобы они не переживали, что мы разводимся. А такая ситуация вообще нормальная или все-таки лучше взять, грубо говоря, и разрубить этот Гордиев узел? Я считаю, что люди именно разводятся, чтобы начать жить для себя, а не для кого-то еще.
То есть и дети здесь уже не являются причиной, если есть дети. Ну, это не выбор между чем-то хорошим и плохим. Это выбор между плохим и очень плохим. Тоже нужно понимать, что если ребенок живет с двумя людьми, которые уже ненавидят друг друга, которым некуда деваться, то, глядя на все это становится частью его жизни, частью его опыта. И когда он будет взрослым человеком, строить свою семью, какую семью он построит, получив модель поведения от папы и от мамы, которые ссорятся, как кошка с собакой. Лучше порознь, чем вот этот дурной пример. Я считаю, что да. Некоторые семейные пары, когда они понимают, что они уже не созданы друг для друга, грубо говоря, та же самая любовь умерла, но при этом у них есть дети, они стараются вот дотянуть этот момент развода до той стадии, когда дети, может быть, достигли уже совершеннолетия. Дескать, давай поживем ради детей, а потом мы уже разойдемся спокойно. По вашему мнению, это нормально? Опять же, очень сложно говорить так в общем. Потому что... Но если им удается не ссориться, сохранять какой-то нейтралитет. Опять же, если бы им удавалось не ссориться, возможно, у них и не было бы мысли о разводе. Обычно развод – это не какое-то рациональное, осознанное решение. Это когда оба партнера доведены уже до какой-то точки, после которой они видят, что быть вдвоем – это уже чрезмерные ежедневные усилия. Я напомню, дорогие радиослушатели, что мы в прямом эфире 611-41-41. Вы можете позвонить, поделиться своим мнением, своими впечатлениями. Как вы считаете, вообще после развода нужно ли сохранять какие-либо взаимоотношения или все же эту дверь нужно закрыть и больше никогда не открывать? Алиса, хорошо. Вы развелись, разошлись. Означает ли это, например, что если ты пришла в какую-то компанию, а эти друзья у вас общие, то твоя бывшая вторая половина уже туда не придет? Или, например, ты узнаешь, что если он пришел, а ты тоже хочешь туда прийти, то, извините, я поищу другое развлечение на сегодняшний вечер. Или вы друзей поделили? Не сказала бы, что мы как-то делили друзей усиленно, или все получилось само собой. Но, Сергей, да, ты прав. Чаще всего бывает так, что если я появляюсь в компании каких-то общих знакомых, то мой бывший муж туда не приходит. Тогда, получается, ваши общие друзья, они тоже должны сделать выбор, с кем ты? Так, по психологии даже. Наверное, да. Но пока жизнь не ставила меня перед такими ситуациями, чтобы прямо думать, пойду я на вечеринку к друзьям или не пойду, если там мой бывший муж. А если случится, что он все-таки там, и он не ушел, и вы туда пришли, что будет? У вас там искры? Да, я постараюсь держаться в другом углу комнаты. Мне неприятно находиться с ним в одном пространстве. То есть вы останетесь, но ссор затевать не будете, просто постарайтесь как-то отстраниться. Да, скорее всего так. Хорошо, что пока жизнь не ставила меня в такие ситуации, в такие условия. И у нас первый звонок. Алло, здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, Меня зовут пожалуйста. Елена. Как вас зовут? Елена. Елена, откуда вы звоните? Из Сталина. Из Сталина. Елена, как вы считаете, вот в данной ситуации люди развелись, должны ли они сохранять отношения дальше? Просто общение хотя бы такое, обыкновенное, или все-таки закрываем дверь и друг друга не знаем? Смотря какой развод, какая была причина, и как люди себя ведут с детьми и с человеком, с которым они разошлись. Вообще принято так, что да, вот в рамках приличия нужно поддерживать какие-то взаимоотношения, это же все-таки ради детей и так далее, но ведь это все-таки в теории, а на практике бывает по-другому. Да, это действительно так, потому что один из двух, и чаще всего это бывает, он обижен тем, что произошло, потому что он с этим человеком был не просто, как сказать, друг. Сегодня вижусь, а завтра мне плевать, что с ним происходит. Просто знакомый, так сказать, даже не друг. А это близкий человек. Это, можно сказать, часть твоей души, часть твоего тела, особенно если это дети. И чувствовать, что наплевательски отнеслись к твоему телу, к твоей душе. Наплевали в душу. Да. Наплевали, вытерли ноги от тебя. Да. Как вы считаете, а ради детей все-таки нужно сохранять эти добрые взаимоотношения? Если это произошло по вине одного из двух, там такое, разные бывают ситуации. Бывает человек, что он вообще просто
как сказать, игнорировал правила поведения в семье. А бывает просто какая-то мелкая ошибка, и другой не может этого простить. А что можно подразумевать под понятием «мелкая ошибка»? Мелкая ошибка. Ну, одному показалось, что он не так на другого смотрит, и у него возникли какие-то бурные фантазии. Это одно. А Но это когда ревность получается. Да, это ревность. А бывает, что кто-то стремится разбить свою семью из каких-то побуждений. Ну, допустим, предыдущая жена или свекровь, которой не нравится невестка, и она, наученная тем, что первая жена наставила рога, она подозревает уже и вторую. Вот обидит сыночка, и вторая лучше ты с ней разведись, чем она потом с тобой разведется. То есть вот такие бывают моменты. Страсти, испанские страсти. Спасибо большое, Елена, за звонок. Его теща, моя мать, нам устала помогать. Его мать, моя свекровь, попила из нас всю кровь. Бывает даже и такая ситуация, когда, хорошо, они развелись, у них есть общие дети, и, например, отец время от времени встречается с детьми, ну, проводит свое свободное время, он же имеет все-таки на это право, но тут могут возникнуть такие сложности, что даже в общении с детьми, когда его бывшей жены нету рядом, он может ее даже он может детей даже начать настраивать против своей бывшей жены. Да-да, вот это вот вопрос мести через ребенка, который абсолютно калечит душу детскую, да, это, наверное, очень острый вопрос. Я, к сожалению, сталкиваюсь с этим очень часто. Очень многие родители, которые уже разведены, приходят, обращаются или насчет своих детей, или насчет того, что их бывший партнер пытается самоутвердиться за счет них. И опять же, если у нас есть причины это делать. Мы люди, мы очень хотим, чтобы любили нас больше, мы хотим, чтобы мы нравились больше. И ребенок, которым очень легко манипулировать, очень легко поддается таким манипуляциям. Но это же жестоко. Это рвет душу ребенка. Я наблюдаю вот одну историю. Сейчас это разворачивается, и это просто катастрофа. Мне девочку жаль до слез. Ну, опять же, я, может быть, повторюсь, что если бы мы, как вот люди, Homo sapiens, могли этого не делать, скорее всего, мы бы этого не делали. То есть это такое бесконтрольное. То есть человек не может сказать: стоп, что я делаю. Он не понимает, ведь это же взрослый человек. Я уверен, что большинство людей не ходят и не вынашивают злые планы, как мне угробить жизнь всех вокруг, быть самым вредным и противным. Многие вещи, которые другим не нравятся, люди делают по незнанию или потому что они просто не могут это контролировать, поддаются эмоциям. Но он же прекрасно понимает, что, допустим, удерживает ребенка у себя, чтобы он не ходил там к матери, и, соответственно, мать будет страдать. Это ж понятно. Ну, мы рискуем уйти в очень это один из глубокую тему примеров. Психологии, да. Но на самом деле мы все биологические существа. Мы в заложниках у биологии нашего организма. У нас есть гормоны стресса, как адреналин, и гормоны счастья, любви, такие как допамин. И на самом деле можно сказать, что мы, по сути, наркотически зависимы от допамина. Мы ищем его всеми возможными способами. И человека нельзя заставить взламывать машины, чтобы воровать магнитолу, чтобы получить дозу. Но, по сути, это то, что мы делаем, чтобы получить дозу допамина. За счет маленького ребенка, за счет того, чтобы кого-то обидеть и так далее. И это делаем даже не мы, это делает за нас наше подсознание, наши нейроны, которые живут своей жизнью, которые жаждут этого допамина. Катастрофа. Я напоминаю, 611-41-41. Дорогие радиослушатели, мы в прямом эфире. У нас еще один звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ирина. Откуда вы звоните? Из Сталина. Ваше мнение? Вы знаете, вот слушаю вашу сейчас передачу, и настраивать детей против родителей одного или другого, это, по-моему, вообще самое последнее дело. Мы с мужем какое-то время жили раздельно, и дети оставались со мной. Муж приходил встречаться с ними, но когда дети от меня спрашивали, например, почему папа с нами не живет, или почему папы с нами нету, и почему он к нам якобы в гости приходит, я всегда находила что-то такое, что, типа папа в командировке, папа работа, мало ли что, всякие причины находила. Но основную причину вы не говорили, что вы в разводе.
Ну, мы не были в разводе, мы просто как бы так... Жили Разошлись. отдельно. Да, отдыхали друг от друга. Ну, а может быть, было Вот. честнее сказать детям, что происходит? Зачем? Зачем детскую психологию травмировать? Зачем? Зачем им больно делать, когда они любят меня и его? Зачем? Зачем? Мы через 2 месяца или через месяц или через день помирились, у нас все хорошо, мы жили дальше 16 лет. Ну, это вам повезло, а ведь и навсегда в командировку же не уедешь. Вот. Зачем? И тем более дети были маленькие. Попробуй маленькому ребенку объясни, что папа не будет с нами жить, там, или там мама не будет с нами жить. Зачем? Они любят друг друга, у них равноценное понятие, что есть мама, есть папа, они оба родные люди. Для детей они оба родные люди. То, что между взрослыми происходит, это совсем другое дело. И потом, там у меня что-то получилось в жизни, я жила с мужчиной гражданским браком, и мы с ним какое-то время пожили, потом мы поняли, что мы, по каким-то либо обстоятельствам не подходим друг другу. Но и с его мамой мы были знакомы аж целых 10 лет. Подождите, а И как же он- ваш... Да. И он, конечно, был ужасно против, что я к ней хожу в гости, и туда и сюда, и типа, я наступаю на его любимую мозоль. Скажите, пожалуйста, а вот когда ваш муж, в тот момент, когда вы решили пожить друг от друга отдельно, и он приходил пообщаться с детьми, между вами как раз общение какое было, нормальное, или просто вы держали такую спокойную ноту из-за того, что вот рядом находятся дети, и они не должны видеть каких-то напряженных эмоций или какой-то напряженной энергетики? Напряженных не было. Никто никому не кидался на шею, но напряженных эмоций не было. То есть Ну, вы отдыхали. осознавали, то есть вот просто вы нормально общаетесь, а не так, что вот Конечно, мы должны быть спокойны конечно. ради наших детей? Нет, вы знаете, жить ради детей – это вообще самопреступление. Жить ради себя? Даже нет, не ради себя, а жить вообще жить. А вот именно, что мы не будем разводиться, вот как в вашей передаче шло разговор, я не буду разводиться, буду жить только ради детей, чтобы вот дети видели, маму, папу, но зато мы живем как кошка-собака. Но это на них влияет тоже. Вот именно, вот как я сколько раз у своих знакомых слышала, вернее, которые говорили, я прожила там 25 лет или там 10 лет ради ребенка, вот не расходилась, он такой подлец и негодяй. Зачем А это ребенок делать? видел все эти напряженные отношения. Конечно. Спасибо большое за звонок. Напомню, 611-41-41. Мы в прямом эфире, и у нас обсуждается тема сегодня относительно развода. После развода вообще люди должны общаться, встречаться, просто нормально встречаться, или закрываем эту тему и больше не видим друг друга? Я недавно видела статью в интернете, где... Давайте, у нас есть звонок, мы сейчас его примем, а потом обсудим наш вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Евгения из Пыла. Евгения, что вы думаете по поводу сегодняшней темы? Какие у вас мнения, точки зрения? Немножечко поконкретнее постараюсь. Так, есть время жить вместе, есть время расходиться. Время расходиться. Но расходиться надо все-таки цивилизованно. А наше общество не настроено на это. Мы принимаем друг друга как личную собственность. Обиды у каждого, конечно, копятся. И надо со школьной скамьи проигрывать разные ситуации психологические на тему семьи. Это первое. И второе. Когда я в зрелом возрасте, после развода, совершенно случайно, я не люблю мыльные оперы, совершенно случайно смотрела «Санту-Барбару». Вот там я взрослый человек, подчерпнула очень много, где, как говорится, все друг с другом перебивали, у всех общие дети туда-сюда, и все-таки они общались цивилизованно. Ну, естественно, интриги – это другое дело, когда слишком большая родня. Вот. А поэтому, как бы ни было, чтобы не было, обучать наших детей поведению такому в семейной, вот именно проигрывать как в маленьком театре, вот именно в школах, еще раз в школах. И дело в том, что мальчикам, особенно мальчикам и девочкам, конечно, объяснять, что после многих диско появляются нежеланные дети.
а нежеланные дети – это опасность практически для государства. Они будут в дальнейшем или преступниками, или наркоманами, или пьяницами. Евгения, спасибо большое за ваше мнение. Я никогда не задумывался о том, что сериал «Санта-Барбара» может быть школой для взаимоотношений, чтобы потом понимать, как жить дальше. Очень интересный пример. Евгения, спасибо большое. У меня вот был вопрос. Недавно в интернете прочла о том, что человек, который сохраняет отношения с своим бывшим партнером, с ним что-то не так. Либо он шизофреник, либо он нарцисс, либо он просто планирует манипулировать этим человеком в своих интересах. Никита. Либо он взрослый, осознанный человек. На самом деле, да, есть множество причин, почему люди сохраняют. Я очень не люблю вешать вот эти ярлыки, там, диагнозы и так далее. Действительно, часто люди не могут отпустить человека, потому что это возможность манипулировать, возможность, опять же, самоутверждаться. К сожалению, нам тоже это нужно. Это так называемый легкий допамин. Вот. Но бывает такое, что люди достаточно взрослые, осознанные, они не орут, не спорят, не ссорятся, то есть у них может быть какая-то громкая ссора, но они видят, что эти отношения идут никуда, и этот развод вполне осознанное решение. Вот как раз об осознанном решении мы побеседовали до передачи с Игорем Бурлаковым, который как раз-таки придерживается мнения, что нужно и возможно поддерживать вполне цивилизованные отношения со своей бывшей супругой, и не только ради детей, но и ради себя. Я вот предлагаю сейчас послушать это интервью, и потом мы его, наверное, как-то прокомментируем. Вместе и врозь. Вы поддерживаете хорошие отношения с вашей бывшей супругой. Это так? Да, это так. Мы довольно хорошо общаемся. А долго ли вы были вместе? 20 лет. 20 лет. Да. И вы продолжаете хорошо общаться. А да, что значит? Вот уже лет 8 мы общаемся. А что значит, вы хорошо общаетесь? Ну, у нас не осталось, наверное, каких-то взаимных обид, у нас до сих пор нет никаких разборок. Тема общения – это наш сын, он достаточно взрослый уже. Но сейчас и у нее, и у меня были день рождения, мы поздравляли друг друга, дарили друг другу подарки. То есть все нормально, все ровно. Даже подарки. Но я бы сказала, что это не то, что нормально и ровно, это даже очень хорошо. Не, ну прожив вот те самые страшные или там тяжелые годы, там 90-е вместе, 20 лет, наверное, это уже человек становится достаточно родным человеком. А что же вы тогда разошлись? Это, наверное, не скромный вопрос, но... Да нет, опять же, мы женились, когда нам было по 20 лет, студентами, 20 лет прожили, многое пережили. Ну, наверное, мы выросли, наверное, мы поняли, что каждый хочет что-то свое, надо идти дальше. То есть, я говорю так, мы по уму женились и по уму разводились. Нам особо нечего было делить. Подождите, вы 20 лет вместе прожили, люди не могут разделить, там, я не знаю, пылесос, а вы после 20 лет наверняка что-то было? Ну, не знаю, наверное, как-то неправильно о себе говорить, что вот это все-таки надо поступать как мужчина, да, то есть в те времена, когда меня воспитывали, было такое выражение: берешь шапку и уходишь, потому что она, прежде всего, мать моего сына, она женщина, я уж себе как-нибудь заработаю, уж не будем мы там делить какие-то, не знаю, там тарелки. Нет, собираешься, берешь свои личные вещи и уходишь. Ну, а если предположить, что у вас не было бы общего ребенка, вы бы стали поддерживать эти связи, или они бы, ну, как ненужные, да, как из прошлого, растворились бы сами по себе? Да нет, все-таки поддерживали. Еще раз говорю, это относительно родной человек, с которым много прожито, есть какие-то общие темы, общие друзья, общие знакомые. Не сказать, что мы так вот дружеско ходим друг к другу в гости, да, и знакомимся со своими новыми, но отношения бы остались все равно. То есть это близкий, родной человек, с которым прожито много. В таком случае я понимаю, что никаких там обид, вот как измена, нет, какие-то такие очень болезненные вещи, вот этого ничего не было? Нет, этого ничего нет. Нет. А как вы пришли к тому, чтобы предложить вообще, ну, давай разведемся? Ну, скажу так, что это была ее инициатива. Даже ее? Да, это ее была инициатива. Но еще раз говорю, мы выросли, мы достигли каких-то пределов в общении, в социальном каком-то значимости своей собственной, да. И поэтому, ну, она сказала, что я вижу, что недостаточно счастлив со мной, я хочу одного, ты хочешь другого, вот давай подумаем о том, как бы нам прожить отдельно. Поживем. Если решим, что нам друг без друга плохо, сойдемся снова. Нет, значит нет. Ну вот 8 лет мы живем отдельно. А как ваш ребенок все это воспринял? Сколько ему было? Ну, на то время, наверное, ему было уже тоже 20-22.
То есть достаточно адекватно, наверное. Опять же, мы общаемся по-прежнему и с ребенком, и как бы вместе. Достаточно разумно. То есть у него не было ни обид ни на маму, ни на папу. И, знаете, дети, они же болезненно это воспринимают, сколько бы мне было лет. Честно говоря, не знаю вот на тот период, но, наверное, я попытался ему все объяснить, и он, я надеюсь, все понял. Надо спрашивать у него сейчас, но внешне то, что он говорит мне, он все понимает. Прекрасно. Ну, хорошо. И как у вас происходили вот такие семейные праздники? Детский день рождения? Ну, как обычно, друзья друзей, дети друзей. То есть нормальный у нас был хороший дом, достаточно приветливый, приходило много гостей. Все мирно, все спокойно, как обычно. А когда у вас уже есть новые друг, подруга Так. или супруг, как тогда? Вы это все принимали? Не было каких-то обид, ни какой-то ревности? Ну, наверное, мы друг от друга по-прежнему как-то скрываем вот эту часть своей жизни. Я не знаю, как она к этому относится, но я, честно говоря, не знаю, что происходит там в личной жизни. То есть мы на такие темы не разговариваем. А если это семейный праздник, опять же, день рождения сына, вы приходите без второй половины? Ну, как правило, да. Но, опять же, наверное, сейчас вот так массово мы не собираемся. Мы, в принципе, встречаемся узким кругом. Она со мной, либо я с ребенком, либо вот мы втроем. То есть такого массовых праздников сейчас нет. А знаете, а дальше, наверное, будут внуки, да? И этот внук, он будет вхож и в ту, и в другую семью. И, наверное, вот эти тайны, которые вы не рассказываете, они все-таки станут как-то известны. Ну, честно говоря, я с нетерпением этого жду, потому что уже пора. Да, я, наверное, был не очень хорошим отцом, я все время работал, и сейчас, наверное, я хочу компенсировать вот этот недостаток времени тогда на общение со своим сыном и с его уже детьми. Ну, что называется, поживем, увидим. Я не вижу в этом ничего плохого. Мы каждый живем своей жизнью, и надо жить дальше. Знаете, такой вопрос немножко французский. Французы почти не разводятся, потому что там муж при разводе обязан выплачивать алименты бывшей жене, ну, в пропорции от того, ее какой доход, у него какой доход. И поэтому они лучше не разводятся, потому что можно остаться, грубо говоря, без штанов. Так. У нас же бывает так, не так, как вы рассказывали, взял шапку и ушел, а то есть последнее отберет, несмотря на то, что там 3 детей осталось, да? Как вот ваше отношение к тому, что действительно поддерживать не просто своих детей, но и бывшую супругу? Ну, еще раз, надо просто оставаться мужчиной. Я, наверное, из того поколения, которое сейчас, не знаю, правильно воспитан. Я надеюсь, что я правильно воспитан, поэтому всех и родственников, и родных, и супругу, и детей надо поддерживать. Надо быть мужчиной до конца. То есть, если она придет и попросит помощи, вы готовы протянуть ей руку? Естественно. Ну, а вообще, если такой закон принять, чтобы мужчина поддерживал бывшую жену не из добровольных побуждений, а вот по принуждению. Ну, опять же, здесь, наверное, не сами мужчины отказывались от поддержки своих жен. Это жены так долго добивались равноправия, да, и всего прочего. То есть это, можно сказать, заслуга в кавычках самих женщин. Но, опять же, я не думаю, что этот закон можно будет принять, потому что женщины сейчас имеют большую силу, значимость в обществе, что они, наверное, и сами не дадут принять этот закон. Они хотят выглядеть сильными. Вернусь еще раз к детям. Это, наверное, самый болезненный вопрос. Как вы решали, как будет ваш ребенок общаться с вами? Это было прямо там, ну, через суд ведь разводятся, да? И когда защищают права детей, то есть там все буквально по буквам, по цифрам расписывают, у кого сколько дней, сколько часов. Как вы это смогли поделить, чтобы это было вам приемлемо и ребенку комфортно? Но, опять же, у нас не было каких-то там диких скандалов и причин для разногласий, поэтому эта тема не обсуждалась вообще. Да? То есть он мой сын, он сын своей матери, поэтому в любой момент, когда там, у него есть время, у меня есть время, мы общаемся, мы больше подходили с точки зрения бытового такого, да, ну, да, обстоятельства. Надо же возить в школы, там тренировки, что-то еще. Опять же, учитывая, что он был достаточно взрослый, а так как там оставалась и квартира, и машина, абсолютно все, то чисто с бытовых причин он остался жить там. Да, поэтому, опять же, у нас нет никаких ограничений или каких-то условий, кто с кем встречается. Сын достаточно взрослый, он сам решает, на кого уделить время. Он тоже много работает, к сожалению, и поэтому видимся мы не так часто, как хотелось бы, но видимся, когда я ему звоню, он мне звонит, мы пересекаемся, вместе пьем пиво. Так что все хорошо. Теперь уже, да. Для вас, наверное, не секрет, что бывает так, что родители начинают мстить друг другу через ребенка, вот рвут его на части. Что нужно сказать себе, чтобы я сам понял, что это не
то, через что я могу действовать, и вообще моральные какие-то качества любви, что ли? Ну, опять же, я считаю, что все-таки там тема или вопрос, он достаточно глубже, чем уже когда-то ты взрослый, тебе что-то себе сказать. То есть это зависит от твоего воспитания, от твоего взгляда на жизнь. То есть если ты нормальный человек и ко всему в жизни относишься нормально, то в любой ситуации ты этим нормальным человеком останешься. А если изначально ты, там, не знаю, ругаешься с бывшей женой, там, что-то делите, и ты способен мстить через ребенка, никакие доводы и мои слова, законы на это действовать не будут. Это зависит от человека. Если человек нормальный, он будет нормальным в любой ситуации. Опять же, надо оставаться мужчиной. Спасибо вам большое, Игорь. И да, мне бы тоже хотелось от себя добавить, что нужно оставаться как нормальным мужчиной, так и нормальной женщиной. С добрым сердцем, с добрыми намерениями. Давайте любовью пожелаем близким. всем так, оставаться нормальными людьми. Спасибо вам большое. Спасибо. Вместе и врозь. Это была Юлия Лукашенкина, которая сейчас находится здесь, но при этом она успела пообщаться с ресторатором Игорем Бурлаковым. У нас в гостях сегодня психолог Никита Григорьев, очаровательная девушка Алиса, за пультом звукорежиссера Эстер Пирмец. Напоминаю, что мы в прямом эфире 6 11 41 41. Мы ждем ваших мнений и, может быть, каких-то воспоминаний и идей относительно того, когда люди разводятся, должны ли они общаться после этого, или все-таки они расходятся уже врозь конкретно и больше никогда друг с другом не пересекаются. Сейчас, пока шло интервью, мы обсудили такую интересную вещь, которая была упомянута в нескольких звонках, о том, что довольно интересная ситуация складывается, когда они разводятся, и какая-то из половинок общается с родственниками, там, с мамой и с отцом другой половинки. И вот тут как раз Никита сказал о том, что это интересный вариант манипуляции. Конечно, да, как я сказал, что мы все жаждем этой любви, нам нужно быть хорошими, любимыми, принимаемыми. И если за время этих отношений, за время этого брака я подружился с родственниками моего мужа или жены, то даже когда отношения закончены, почему бы мне это не использовать, не продолжать использовать? И у нас еще один звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Тамара. Тамара, откуда вы звоните? Из Сталина. Тамара, ну, ваше мнение по поводу того, что когда люди разводятся, должны ли они продолжать дальше общение, или, извини, до свидания, ты был моей ошибкой, или была моей ошибкой? Вот я и хочу об этом сказать. Я со своим мужем давно уже рассталась, с первым мужем. И у меня был ребенок, я была очень обижена. Много лет мы с ним так почти не общались. Но с родственниками я поддерживала отношения, и ребенок все время там приезжал к ним в гости. Вот. А сейчас уже он взрослый, уже ему 43 года, даже 46. Вот. И на протяжении всех этих лет мы уже общаемся. То есть обиды все уже как-то прошли. Вот. Он приезжает сюда к нам в гости, и ко мне приходит, и мы с ним общаемся, вот. Так что никогда я сына не настраивала, всегда была за, вот. Все это самое нормальное. И даже с последним мужем, со вторым, тоже я общаюсь сейчас, хотя мы тоже разошлись, но у нас, конечно, не было ни общих детей, ничего. Но мы сейчас общаемся часто, и в гости он приходит. Скажите, пожалуйста, а как ваш первый муж относился к тому, что вы очень хорошо общаетесь с его родственниками? Он это приветствовал или, может быть, у него чувствовалась такая непонятная реакция или что-то такое наподобие? Нет, никакой реакции абсолютно не было. Он не ревновал вас к своей маме, например? Нет, ничего, нормально. Он был уже 4 раза женат. И свекровь во многом способствовала нашему разводу, но со мной она общалась нормально после, а своих невесток она тоже никогда не приняла потом. Вот. Так То что... есть и это не хороша, и те 3 плохие. А? И это не хороша, и те 3 тоже плохие. Да, все плохие, а я была потом самая хорошая. Вот как. Ну, кстати, Сейчас это... ее, конечно, уже нет в живых. Вот. Скажите, пожалуйста, а сколько лет прошло с того момента вообще, вот, когда вы осознали, что вы можете уже нормально общаться? Грубо говоря, сколько лет прошло перед тем, как раны затянулись? Ой, конечно, это очень большой срок. Ну, где-то лет, может быть, 30.
30 Прошло лет, после чтобы этого. забыть старые обиды? Ну, я уже как-то все это перегорела, все переболела. С детьми он хорошо, с ребенком он хорошо общался, алименты платил, все, не было ничего такого у нас между нами. Тамара, спасибо большое за звонок. Алиса, тут сразу же к тебе вопрос такой. Может, Ты лет через готова ждать 30 лет вообще? Через 30 лет вообще возможно, что вы помиритесь, но просто начнете хотя бы общаться спокойно? Может быть, я не исключаю такого варианта развития событий. Может быть, оно и через год случится, и через 2. Как известно, девичья память, она короткая. Вот, может быть, и моя окажется покороче, чем вся моя жизнь. Вот, и мы снова станем хоть какими-то знакомыми друг для друга. Сейчас мы абсолютно чужие люди, и мы действительно стараемся избегать друг друга. А что нужно сделать твоему бывшему мужу, чтобы вы помирились? Финансовую сторону мы сейчас молчим. Ну, это, между прочим, при разводе очень важный Ну, вопрос. это важная Это составляющая, нельзя, да. но я думаю, что есть какие-то, наверное, и Сбрасывать. другие еще факторы. Хотя, Или может, жениться, может Финансовая быть, или сторона, как-то... может, этого достаточно. Да. Я думаю, да, что, в принципе, если он вернет мне долг, я его прощу. Вот То так есть вот всё даже. Да. Вся проблема в деньгах только. Да, сейчас только в этом. Никита, 30 лет для того, чтобы помириться, это, по-моему, многовато. Может, нужно было подождать, чтобы не стало свекрови, которая настраивает против. И, конечно, мы меняемся. То есть человек в 20 лет и человек в 50 лет – это абсолютно разные люди, у них разные потребности. Вот, то есть людям в возрасте уже нужно просто общение, просто помощь по быту. Если это те люди, которые когда-то были вместе и могли поговорить, пообщаться, то почему бы, если они видят, что это все, что им нужно сейчас, и пыл этот утих, то почему бы нет? Что делать человеку, когда они развелись, вот он или она ушла от него или от нее, и при этом у него вот это чувство дикая обида. А еще не дай бог, они где-нибудь живут близко по соседним улицам. Может быть, не приведи Господь, может быть, они работают даже вместе в одном учреждении. Здесь нужно как-то вообще уже расходиться, ну, в смысле... Уволиться, например. Уволиться с хорошо оплачиваемой работы или что-то такое. Потому что человек тебе все время своим присутствием напоминает. И это тебе не очень приятно, но, грубо говоря, оно доставляет тебе определенную боль. Ну, вообще, с точки зрения психологии, развод или когда люди там не были женаты, просто расходятся, это потеря. И чаще всего, когда люди вот плохо расстаются, это называется такая неразрешенная потеря. То есть у меня много обид, у меня много претензий, я не могу получить то, чего я хочу, мне больно, любое воспоминание, любая мысль, поэтому и обрываются все контакты. Если люди работают вместе или живут рядом, или что-то еще, в принципе, всегда есть возможность сделать эту потерю, не обязательно восстанавливать эти отношения, но есть возможность сделать эту потерю разрешенной, потому что, я объясню, что я имею в виду. Иногда мы даже не имеем права говорить, что нам не нравится, чем мы недовольны. Мы все с детства должны быть хорошим ребенком, плохие дети так себя не ведут. Я последняя буква в алфавите, все это слышали и знают. И одна из вещей, которая может помочь, это даже не сказать, а для начала просто написать письмо ручкой на бумаге со всеми претензиями. За что спасибо, за что не спасибо, что мне нравилось, что мне не нравилось, что мне нужно, что ты мне должен. И написать и отдать, не просто для себя написать. Для начала хотя бы просто написать, потому что даже написать это для некоторых людей это нонсенс. Потому что я вообще ни на что не имею права. Я просто буду хорошим, и со мной все будут хорошо относиться. А тут как бы не так. Человек при расставании, например, чувствует дикую обиду и боль. И случайно во время встречи должен ли он показывать, что вот ты принес или принесла мне вот эту обиду и боль? И с одной стороны, тогда получается, человек может показаться нытиком. С другой стороны, если он будет держать это все в себе, он начнет сжигать себя. Или, например, треснуть чем-нибудь как следует. Опять же, должен, не должен, никто не знает, как правильно. Но да, я думаю, что вот это письмо или что-то, что поставит все точки над «и». Ты мне должен то-то и то-то до тех пор, пока ты мне не отдашь или не вернешь. Ну, понятно, что там 5 лет жизни не вернуть, какие-то финансовые вещи. Мы не сможем нормально общаться. Ты мне должен сказать что-то, извиниться, там, принять что-то от меня, что-то еще, выслушать, чем я недоволен. Просто выслушать, ничего не решать. Опять же, если мы не имеем права сделать это в нормальной взрослой беседе, нам приходится кричать, нам приходится истерить, нам приходится прятать свои чувства, потому что это становится уже неадекватно. Но кричать, истерить – это своеобразный выход как раз вот этой энергетики, вот этого внутреннего накопления негатива. И, по крайней мере, человек тогда уже не держит его в себе.
Мгм. В том-то дело, что если другой партнер, если есть возможность это сделать, ну, как говорится, по-человечески, или через письмо, или встретившись, договорившись встретиться, поговорить, обсудить, что у меня есть тебе что-то сказать, мне просто нужно, чтобы ты выслушал, то это сбрасывает как раз вот этот пар накопившийся, это давление. Но письмо он напишет, ты должен, и даже его отдаст. Ты другой скажет, да и что я тебе должен, забирай, иди давай. Это письмо не для этого человека, не для того, чтобы изменить, не для того, чтобы получить, чтобы для себя, чтобы этот человек, который это делает, чтобы он знал, что он сделал все, что мог, и теперь мяч на другой стороне. Все, его ничего не держит, он сделал все. То есть придет само по себе, облегчение должно наступить, вот эта боль должна отпустить. Да, это довольно известная вообще техника, ну, из психологии. 611-41-41. Напоминаю, дорогие радиослушатели, в эфире передача «Вместе и врозь», и у нас еще один звонок. Алло. Но, к сожалению, не всегда телефонная линия бывает такой прочной и надежной. Иногда звонок срывается. Ну что же, Алиса, вот как ты считаешь, такое письмо может помочь? Конечно, может. Я сама писала так, ну, владея этими техниками, писала такое же письмо, И как? расставляя точки над «и». Это привело меня к очень одной простой мысли, что, в принципе, ну, я держу эту злость и обиду по осознанно внутри себя по каким-то своим причинам. И отпустить можно, но я не хочу. Ах, вот так. И у нас еще один звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Представьтесь, Ну, пожалуйста. как раз, вот вы знаете, вы все время говорите о взрослых. А я тот ребенок, которого бросили в 5 лет. Мне 50. И я всю жизнь страдала от того, что мой отец ушел в другую семью. Там были дети, они были лучшие. И я всю жизнь несу на себе брошенного ребенка. Нелюбимого. Сколько я плакала. Я видела расстроенную маму, которая переживала, которая все время заботилась одна обо мне, хотя папа появлялся на горизонте. Но и сегодня, я вам честно скажу, ненавижу его за то, что он меня бросил в 5 лет, за то, что он мне сказку не почитал на ночь, за то, что он со мной не пошел куда-то на каток и часто опаздывал, когда говорил, что придет, или вообще не приходил. Вот об этом надо говорить. Вы же не заглянете в голову маленькому ребенку, а он переживает больше, чем взрослые. Взрослые вот говорят, один муж, другой муж, третий муж, а вот там дети, я всю жизнь несу эту обиду. Вот об этом говорите, пожалуйста. Спасибо большое за звонок. Дай бог вам, как бы так сказать, хорошего самочувствия и вот этой крепкой уверенности в себе. Надеемся, рано или поздно это все-таки боль вас отпустит, и вы не будете чувствовать эту тяжесть. Никита. Конечно, внутри каждого из нас живет маленький ребенок. Это наш эмоциональный «я», который помнит все, что с ним случилось, как несправедливо с ним обошлись. И действительно, большинство моих клиентов не ходят с этой болью всю жизнь. Человеку может быть там и 60, и 70 лет. И он потом перекладывает на своих детей еще, может быть? Конечно, это влияет на поведение и внутри семьи и так далее. И это не то, что это человек плохой. У него нормальная реакция на то, что с ним случилось в жизни. Конечно. И опять же, например, если вот говорить конкретно об этой девушке, которая звонила, я тоже, может, мог бы посоветовать написать вот это письмо, даже если этого человека уже нету. Потому что, я еще раз повторюсь, это довольно известная техника, она очень эффективная, потому что это письмо не для него. Письмо для меня, потому что я бы и хотел все это сказать в лицо. Мне кажется, это много смелости нужно было, чтобы в радиоэфире сказать, что я ненавижу своего отца, но я считаю, что мы все имеем на это право. Мне кажется, это гораздо более вредно, что вот родители святые, там всегда хорошие, и я даже не имею права постоять за себя, сказать, что мне это не нравится. Вот, поэтому, конечно, мы все носим внутри обиды с детства, и, конечно, они влияют на то, как мы строим свою семью, как мы общаемся со своими детьми. И я часто говорю вот эту фразу, что виноваты не вы, а ваши родители, но и не ваши родители, потому что их родители сделали их такими. Это, к сожалению, идет из поколения в поколение. Но ведь сказать та же фразу «я прощаю тебя» — это легко даже на теории. Просто словами «я тебя прощаю» — это легко, но внутренне это же нужно как осознать, простишь ли ты и освободишься ли ты от этой боли. Я не верю в позитивную психологию. Сейчас очень популярно, что просто улыбнись, просто скажи эти простые слова «я тебя прощаю» и все, но нет.
прежде чем мы будем в состоянии простить кого-то, прежде чем мы будем двигаться дальше, нам нужно испытать гнев. Это наша биологическая, физиологическая защитная реакция. Потому что мы не можем позволить себе такую роскошь прощать всех подряд, кто с нами так обходится. Через эту боль нужно пройти. Да. Все, кто это делали, умерли в каменном веке в процессе эволюции. Вот сейчас было, да, такое мнение обиженного ребенка, но я слышала и много таких мнений, когда дети говорили, лучше бы мои родители развелись, чем видеть тот ужас, который происходил между ними и выливался на детей. Да, я это очень часто слышу от клиентов. И действительно то, о чем мы говорили, что и вот одна из звонивших женщин говорила, что жить ради детей – это преступление, потому что это все видно, это не скрыть, это влияет на следующее поколение, на последующее поколение и через поколение. Никита, а вам о чем-то говорит? Сегодня звонят только женщины. Да, у мужчин проблем нету. Да? У них все хорошо. Он развелся, пошел пить пиво с друзьями. А вот так. Мужчина не переживает? Нет, я, конечно, преувеличиваю. Конечно, для мужчин это тоже большой стресс. Опять же, я всегда отталкиваюсь от физиологии, от эволюции. То есть я считаю, что у нас есть причины быть такими, какими мы являемся. У мужчин никогда не было необходимости думать наперед, думать о последствиях. Они в течение эволюции, становления нашего человечества, они добывали еду, они были там, воинами, охотниками, по большей части. Здесь и сейчас. Да, поэтому часто для мужчин развод – это как гром среди ясного неба, потому что он где-то там бегает, он где-то там носит, ему высказывают претензии, он смотрит на это как женщина, сидишь там в своих 4 стенах, мира не видишь, сходи, отдохни. А у женщины, опять же, биологически, физиологически, эволюционно совсем другие мотивы, совсем другие причины. У женщин тоже есть причины быть недовольными и разводиться, конечно. Алиса, по твоему мнению вообще, как долго ты держала эту боль или держишь до сих пор? Я месяца 3, наверное, сильно очень переживала и в какой-то момент обратилась к психотерапевту за курсом антидепрессантов. Вообще был непростой период. Ничего себе. И пройдя курс антидепрессантов, и поскольку немного знакома с психологией, проводила с собой всевозможные методики выхода из кризиса, из этого и выхода из боли. И сказать, что до сих пор ее держу только, наверное, осознанно, для того, чтобы... Мне кажется, я стала трусихой после этого случая, именно для того, чтобы еще раз не вляпаться в подобное. Я все время держу в сознании этот случай. Под грифом из своей... все мужики сволочи? Нет, но отдельные точно. Но мужчинам в основном ты доверяешь? Я вообще не склонна людям доверять как таковым. Это уже у тебя с детства так или это Да, в связи с разводом? Я думаю, что там одно за другим следовало. Только что говорили о том, что жить ради детей и сохранять семью ради детей – это неправильно. Я действительно так считаю. На примере своих родителей я много чего наблюдала в своем детстве. И действительно, лучше бы они развелись раньше. Они все-таки развелись впоследствии, но лучше бы они сделали это раньше. И недоверие, наверное, к людям пошло еще из детства, еще из моей семьи. Я бы хотела Никите задать вопрос. Как правило, женщина предъявляет претензии и не хочет общаться дальше со своим мужем, когда она видит, что у бывшего мужа отстраненное отношение по отношению к ребенку. То есть он им не интересуется, он с ним не гуляет, он не дает денег на то, чтобы там как-то поддержать семью бывшую, точнее ребенка. Вот поэтому. А почему мужчина так поступает? Почему он закрыл дверь и ушел? Ведь ребенок же его. Опять же, очень сложно на этот вопрос ответить одной фразой или предложением, но из своей практики я могу сказать, что у мужчин есть свои причины. Вы же знаете, что всех девочек воспитывают в страхе, большинство. Их учат бояться мальчиков, бояться секса, бояться чего угодно. Девочки физически слабее. И поэтому... Часто получается, что единственный инструмент психологический, с помощью которого девушка, женщина может справляться с отношениями, это страх и недовольство. И когда мужчина видит, что он вечно недоволен, вечно все не так, для него эта семья, все, что с ней связано, становится просто опасным для его, если хотите,
эго, для его самочувствия, энергии. Да, и поэтому он легче отстраниться и искать как где-то в новой семье новое счастье или одному, потому что часто мужчины действительно уже испробовали все, что могли. Наше время уже, к сожалению, подходит к концу, но давайте под занавес нашей сегодняшней беседы подведем какие-то определенные тезисы, может быть, что-то для себя нашли или нет. Вот, Алиса, ты все-таки придерживаешься той же самой точки зрения, которая была до передачи? Да, я просто знаю, для чего я это делаю. Никита? Конечно. Юля? Я видела положительные примеры, когда люди поддерживали все-таки хорошие взаимоотношения ради детей ли, ради себя ли. И мне это нравилось. Я думаю, что вполне можно найти общий язык. От себя хочется добавить. Конечно, бывают различные ситуации, когда вы готовы общаться со своей бывшей второй половиной или нет. Но единственное, чего мне хочется искренне пожелать вам, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с такой проблемой, как можно быстрее пускай вас отпустит эта боль, и вы будете дальше дышать свободной грудью полностью, и эти оковы не будут вас стягивать. Пишите письма, как советовал Никита. И пишите письма. Ну что же, мы заканчиваем на этом нашу сегодняшнюю передачу. За пультом режиссера была сегодня Эстер Пирмец, и у нас в гостях были сегодня психолог Никита Григорьев, очаровательная, чудесная девушка Алиса, великолепная моя соведущая Юлия Лукашенкина и большой почитатель сериала «Санта-Барбара» в детстве, особенно персонажа Мейсона Кэпвелл, Сергей Овчинков. Услышимся через 2 недели. Спасибо большое. Пока. Пока. Вместе и врозь.